Всем большой привет! Меня зовут Наталья и добро пожаловать на мой канал. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о 3 лучших красителях для бровей для блондинок. Меня очень часто спрашивают, какой краситель лучше для светлых типажей или какой оттенок того или иного бренда лучше всего подходит для теплых блондинок, либо холодных или для пепельных. Согласна, окрашивание бровей для светлых типажей — это такая своеобразная задачка со звездочкой, ну, совсем непростая. Здесь нужно четко определить исходник и задачи, которые вы ставите в окрашивании. Для меня идеальный краситель для блондинок — это тот, который отвечает следующим критериям. Первый критерий — это легкое тонирование волоса. Второй критерий — это легкий отпечаток на коже, как правило, но иногда хотят и графичный. Третий — даже не критерий, а особенность. Оттенки, которые предназначены для окрашивания блондинок, идут в основном с теплым желтоватым подтоном, либо такие зеленовато-русые, как правило. Четвертый критерий — это возможность контролировать степень затемнения и тонирования волоса. Пятый критерий — возможность легкого тонирования волоса после предварительного осветления, либо после долговременной укладки, так как после таких процедур при окрашивании на некоторых красителях можно получить очень темный волос. Подобные процедуры разрыхляют кутикулу волоса и способствуют быстрому и интенсивному окрашиванию. Но это вообще тема для отдельного видео. И шестой критерий не очень важный, но желательно, чтобы в линейке красителя был осветлитель для бровей. Для себя я составила свой собственный рейтинг топ-3 красителей для блондинок. Первый из них — это Levisim. Это самый популярный бюджетный краситель для блондинок. Levisim — это испанский бренд. Из плюсов он имеет простую колористику. Для блондинок в линейке красителей подходит оттенок Light Brown номер 7-7. Это красивый светло-коричневый оттенок с желтовато-зеленоватым подтоном. Он подойдет как для теплого типажа, так и для нейтрального. Для более холодного типажа нужно делать миксы с оттенком графит. Также из плюсов можно отметить бюджетную стоимость красителя и его наличие в розничной продаже. Levisim имеет ухаживающую и щадящую формулу красителя. Он работает на окислителе 1,8%, бережно окрашивает волоски. Levisim удобен в работе, имеет кремовую текстуру, дает стойкое окрашивание волосков, хорошо подходит для тонирования осветленных волосков и для окрашивания после долговременной укладки. Но у Levisim есть, конечно же, и минусы. Это маленькая палитра оттенков, короткий срок годности, всего лишь 1 месяц, нет окислителя 3%. Второй краситель — это Шик. Это российский бренд. Шик очень похож на Levisim по текстуре и колористике, но на данный момент имеет более широкую линейку оттенков. Также в Шик 3 оттенка осветлителя, 2 из которых дают легкое осветление волосков, а третий осветлитель может осветлять на 2-3 тона. Бренд Шик хорош для окрашивания бровей блондинок и для окрашивания бровей после осветления или долговременной укладки. Для блонда в линейке Шик есть 2 оттенка. Это Light Brown, это теплый желтовато-коричневый оттенок, он оставляет яркий след на коже. Второй оттенок — это Cool Light Brown, он оставляет уже легкий след на коже и дает легкое тонирование волоса. Cool Light Brown имеет холодный пепельный оттенок. Также в линейке Шик есть так называемый нулевой бесцветный оттенок. Он предназначен для разбавления интенсивности оттенков. С его помощью можно регулировать степень тонирования волоса и кожи. В линейке Шик сейчас есть 3 вида оксида: 3%, 1,8% и 0,9%. С их помощью тоже можно регулировать степень тонирования волоса. И в соответствии с этим, имея всего лишь 2 оттенка, для блондинок можно получить различные спецэффекты на бровях, от ярких графичных бровей до эффекта легкой тонировки волосков. И, конечно же, эти 2 оттенка можно использовать в различных миксах с другими оттенками, что дает широкое поле для деятельности, как вы уже поняли. Еще из плюсов в составе Шик есть ухаживающие компоненты. Краситель имеет удобную текстуру
Из минусов трудно найти в розничной продаже. Я бренд Шик видела только в Золотом Яблоке. Цена Шик выше, чем Левисим. Шик подходит больше для профессионального использования, чем для домашнего окрашивания. У некоторых оттенков старой линейки Шика маленький срок годности, всего лишь 1 месяц, что не очень выгодно, если вы покупаете его для домашнего использования. И последний краситель, завершающий наш топ-3, это краситель Туя. Туя — это качественный испанский бренд. По сравнению с Левисим и Шик он более дорогой. Из плюсов у него широкая палитра оттенков. Для блондинок в линейке есть 2 оттенка, холодный и теплый. Эти оттенки хорошо работают в миксах. Соответственно, на базе всего лишь 2 оттенков можно получить огромное количество оттенков для светлых типажей. Светлые оттенки лишь слегка тонируют волос, оттенок на коже дают легкий, в отличие от графичных оттенков той же линейки. Степень графичности можно регулировать, добавляя другие оттенки в микс. Оттенок Light Brown у Туи — это уникальный оттенок, это такой чистый золотистый оттенок без всяких примесей сероватого или зеленоватого подтона. Таких оттенков нет в других марках. В свою очередь оттенок Ash Brown — это светлый, холодный, руссо-пепельный оттенок. Хочу заметить, что подобные оттенки также большая редкость для красителей. К сожалению, у Туи только один оксид, это 3%. В линейке Туи есть осветлитель для бровей. Он интенсивный, осветляет на 2-3 тона. Еще большой плюс Туи — это долгий срок годности, 12 месяцев, в отличие от Шик или Левисим. Но наряду со всеми этими плюсами есть и минусы. Конечно же, это высокая цена, он редко продается в рознице. И еще я бы отметила неудобную упаковку, но это уже такие нюансы. Конечно же, у других брендов есть оттенки для блондинок тоже, но эти 3 бренда я считаю самыми лучшими для окрашивания светлых типажей. Подробные обзоры на эти красители вы можете найти на моем канале. Я оставлю ссылки внизу в описании. И, конечно же, то, что я говорю, это всего лишь мое мнение, мое личное, субъективное мнение. Я вставлю сравнение оттенков этих 3 красителей. Здесь вы можете сделать выводы сами. Нет такого красителя, который нравился бы абсолютно всем. Это все очень индивидуально. И сегодня это все, что я хотела рассказать в этом видео. Пишите в комментариях свои любимые красители для блондинок. Ставьте лайки, если для вас видео было полезным и интересным. Всем до новых встреч и всем пока-пока.